Привет, Юль, заходи. Привет. Че ты так крадешься уже? Не первый раз же. Можно смело уже. Привет, привет. Каждый раз как первый раз. Да ну, перестань. Привет. Привет, привет. Ну как ты? Замечательно. Слушай, на самом деле в прошлый раз такой фильм был крутой. Я не знаю, мы с тобой не очень много об этом поговорили, потому что были увлечены друг другом, да? А фильм был на самом деле реально крутой. И я тебе могу сказать, что... Жарко? Жарко. Ну, простите, пожалуйста. Да, это хорошо. Это хорошо. Это на самом деле я такой. Да, это я такой. Теплый, жаркий. Заждался. Заждался, да. Про кино тебе говорил, что кино-то крутое было. Понимаешь? Ну да, мне тоже тебе понравилось? Вот, мы с тобой не обсудили. Я тебе говорю, я потом, меня спрашивали, типа, как, что сходили? Я говорю, блин, вообще офигенный фильм был, это было очень круто. Я бы посмотрела продолжение, если бы... Если бы сняли бы, да. Я тебя понимаю. Скажи, ну смотри, у нас же с тобой сегодня третье свидание уже, да? Третье. Да. Вот, мы с тобой были в ресторане, да? Да. В кино мы с тобой были. У меня сегодня, я готовил план, ну, какой-то сегодня, на сегодняшнее рандеву. Вот, и у меня было заготовлено несколько вариантов, ну, такие типа а-ля цирк, зоопарк и все остальное. Вот, но, ты знаешь, такая история. У меня сегодня очень сильно романтическое настроение. Ух ты, с чего это? Дело в том, что сегодня у меня по гороскопу приятное времяпрепровождение с очаровательной дамой, которая закончится приятным сюрпризом. Ты так веришь в гороскоп? В хорошие верю. И когда особенно они сулят мне какие-то либо барыши, либо какой-то романтик, то, конечно же, я в него верю. А если они плохенькие, то я не верю. И всегда сбывается? Я надеюсь, что сегодня сбудется. Интересно. Я пока не смутно понимаю, конечно, Ну, смотри, да, я тебе говорю, что у меня были варианты сегодня. Даже один из вариантов был опера. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье. Но я боюсь, что опера, она настолько специфична, как устрицы, понимаешь? Ну да, то есть либо да, это вот для знатоков, ценителей и для людей, которые понимают, знаешь, как это как с оливками. Оливки начинают есть к 25-30 годам, понимая, да, в чем прикол. Вот устрицы с оперой, они еще дальше. Ну, то есть это вот... Это уже туда, вообще туда. К старости далеко. Ближе, да. Поэтому, поэтому я решил, что, возможно, у тебя... Тут тоже я сегодня каким-то образом тебе... в тебе, точнее, разовью романтическое настроение. Я подготовился. Я купил французское вино прекрасное, кстати, да, с региона Бордо. Только оттуда Ничего можно, себе. Оно прям здесь? Нет. А зачем? Мы же не в машине будем. Ну, не знаю, ты просто как-то так издалека говоришь. Издалека, да. Ну, я пытаюсь все-таки быть джентльменом. Вот, и у меня есть французское вино, и у меня есть... От вина бы я не отказалась. Вот, ты молодец. Видишь, я же говорю, что я разовью в тебе романтическое настроение. А белое или красное? И красное вино. Я приглашаю тебя к себе домой для того, чтобы испить вина. Вот, отведать прекрасный французских улиток. Я купил, знаешь, такие запеченные есть, такие вот уже готовые. Сам не ловил их, потому что сейчас не сезон, понимаешь, улиток нет. Вот. Но я надеюсь, тебе понравится вино и моя улитка, если ты понимаешь, о чем я. Ты так прямо быстро сейчас перевел все стрелки к тебе домой, как-то, я не знаю. Ну, а что такого? Не рано ли? Ну, как-то. Нет, послушай, подожди, спокойно. Может быть, какой-нибудь кафе, ресторан. Ну что ж, ты готова, дорогая? Опа! Как тут красиво! Добро пожаловать в этот маленький, скромненький, самый дорогой ресторан. Нет, подожди. Давай по поводу рано сначала, да? Третье свидание у нас с тобой. Ну, третье. Не 30-е. Нет, ну не 30-е, я согласен, но у нас уже третье свидание. Если ты пришла на третье свидание, то явно ты, ну скажем так, ну может быть не без ума от меня, но тебя... чем-то я привлекаю, правильно? Ну, то есть ты же пришла на третье свидание. Мы же понравились друг другу. Конечно, я прихожу до свидания. Я понимаю, но ты пойми, что я мужчина-то уже взрослый достаточно.
понимаешь? Я выдержал, мне кажется, достаточно важные такие вот рамки. Третье свидание. Я думаю, что третье свидание уже, люди взрослые, да, потребности у нас есть, у меня есть. У тебя есть потребности? Ну, смотри, какие. Смотря какие. Предлагаю все-таки сходить нам на рандеву с вином, казином и домином, как говорят раньше. Романтическая музыка, вино, свечи и улитки. И главная улитка будет на десерт. Именно сегодня? А что сегодня у тебя по гороскопу что-то не это самое? Да я Нет, не хорошо, очень подожди. в них верю. Ну подожди, хорошо. Вот ты сейчас, так скажем, слово хотел сказать ломаешься, но не ломаешься, а Я сопротивляешься. пытаюсь понять. А что ты собираешься понять? Ну хорошо, Куда ты клонишь? ты так и не поняла, куда я клоню? Я клоню к совместному, так скажем, гололежанию на кровати в горизонтальном состоянии. Но если хватит здоровья, может быть, мы поменяем позиции. Вот. И мне бы хотелось, чтобы сегодня это случилось. Что? Это так быстро, третье свидание, Ты чё, мать, как быстро-то? Ну мы в 21 веке живем. Ты я же понимаю, не... но меня как-то очень, консервативно воспитывали, что, ты можешь встречаться, да, но все остальное уже только после свадьбы. А до этого 5 лет мы просто встречались с тобой. 5 лет и 2 месяца. Ты математик, конечно. Хорошо. И в моем понимании по-другому не может быть. После свадьбы. Я думала, ты тоже один из таких парней. Да, я тоже один из таких парней. Значит, то есть я смогу, скажем так, у нас будет с тобой коитус. Я такое тоже слово откопал в своем словарном запасе. Только после свадьбы, правильно я понимаю? Прекрасно. А чего ж ты раньше... я раньше не спрашивал. Хорошо, давай тогда как мы сделаем? Давай мы так сделаем. Вот здесь в районе есть ЗАГС. Мы можем пойти подать заявление. Далеко? Нет, недалеко, через 3 перекрестка в ту сторону ехать. Мы можем пойти подать заявление. Но ты знаешь, у меня тоже есть определенные, скажем... можем, да? Хорошо, тогда у меня есть определенные условия и к тебе. Как ты смотришь на то, что перед свадьбой, перед регистрацией мы с тобой подпишем брачный договор? Зачем? Зачем брачный договор? Я хочу, чтобы после свадьбы и в дальнейшем будущем у меня была определенная гарантия-страховка, что все, что нажито мной лично, мой бизнес, машина, квартира, все останется при мне и не будет разделено между нами. Так как меня воспитывали, и я так как понимаю, что так. Мужчина, он же добытчик, он все в дому, а так. Как получается, что... Ничего не понимаю. Если мы поженимся, да, как, у нас не все общее, разве? Нет, все, что было мое, будет моим, а все, что было твоим, будет твоим. И если ты хочешь, чтобы у тебя что-то в жизни появилось, тебе придется этого добиваться самостоятельно, работать, зарабатывать. Нет, я тебя буду содержать, нет проблем, я ж тебе не отказываюсь, я буду тебя содержать, все, ты ни в чем не будешь нуждаться. А жить ты будешь в моей квартире. Просто она останется моей, будет моей. Я тебя зарегистрирую, просто регистрация у тебя будет по месту жительства, но собственником квартиры ты не будешь. То есть так ты можешь меня спокойно и выгнать, получается, если я там никто? Нет, почему ты никто? Ты моя жена будешь, просто ты будешь жить не в своей квартире. А если что-то пойдет не так, получается, все, до свидания. А если у нас будет ребенок? Так. Как с этим быть потом? А что тебя беспокоит? А где он будет жить? Ему надо будет дать воспитание, школа, институт, потом как-то его на ноги поставить, ему надо тоже где-то жить, помогать. Ты зря переживаешь по этому поводу, когда ребенок подрастет и будет готов. Тоже надо как-то зарегистрировать, что у него есть отец.
Да. Ну, что полная семья. У него будет отец. Как по-другому я не И мало того, когда он вырастет, ему исполнится 18 лет, этому ребенку, я ему куплю квартиру. У него будет жилье. Ну, это же мой ребенок, да? Ну, то есть он будет носить чью фамилию? Мою. Он будет носить мою фамилию, но по договору брачному ты просто не будешь претендовать на те вещи, которые до свадьбы, и я думаю, что после свадьбы, за которые буду платить я, и за которые я заплатил, понимаешь? Короче, если говорить короче, то тебе... Вот смотри, я тебе просто объясню. Это гарантия для меня в том числе. Вот у нас как произойдет? Мы сейчас с тобой без брачного договора поженились, да? Вот. И все, что мы заработаем в браке, все, что мы купим, все будет общее, 50 на 50. Вот. Но может произойти такая история. Через 2 дня, через год, через 5 лет ты встречаешь любовь всей своей жизни, иностранца, и уезжаешь за границу. Зачем? Как? Это не может быть. Может быть. Мы же с Ты тобой... знаешь, все может быть в этой жизни. Я тебе уверяю, все может быть. А еще я тебе могу сказать, я сам могу так поступить. Почему? Потому что секс после брака — это даже не просто кот в мешке, а это, я бы сказал, слон в мешке. То есть абсолютно непонятно, подойдем мы друг к другу в этом плане, не подойдем. Может быть, у тебя будет голова болеть 364 дня в году. Может быть, еще какая-то история. И мне придется самому подать на развод. И вот чтобы не произошло так, что я лишусь за очень короткое время половины всего накопленного, я хочу, чтобы мы подписали брачный договор. Если ты готова, нет проблем. Мы с тобой идем вот тут нотариус, прямо вот под этими колоннами, а через 3 перекрестка у нас ЗАГС. Мы с тобой подписываем брачный договор и идем подавать документы. Но, соответственно, ты должна понимать, что вот такая история. Как ты на это смотришь? Я такого не ожидал. Не, ну ты не ожидала. Я понимаю, что ты ожидала выйти замуж. Серьезно, и мы с тобой поженимся, будет нормальная семья, у нас все будет общее. Я не буду не переживать, никакие договоры подписывать. То есть ты хотела выйти замуж удачно, открыть шампанское и отмечать это все дело, что у тебя все хорошо произошло, да? Что ты не в своей Рязани, откуда ты приехала, а что теперь у тебя здесь есть определенные дивиденды, да? Меня воспитывали очень строго. Угу. И бабушка с дедушкой, и отец с матерью. Все совсем по-другому. Вот это то, что ты предлагаешь, это просто никак не укладывается у меня в голове. Я вообще не понимаю. И знаешь что? Так. Иди ты нахрен. Да? А что, пойду я нахрен, зато останусь с бизнесом, квартирой и все, что было нажито непосильным трудом. Друзья мои, разные есть люди. Я сам женат на приезжей. И мне повезло. Но есть люди, которые приезжают для того, чтобы своим гарпуном загарпунить большую рыбу, для того, чтобы потом разделать ее на части, блядь, забрать половину и отскочить нахуй обратно в свою Рязань. Ничего не имею против Рязани, кстати. Вы там не надо писать, только я сам из Рязани, сама из Рязани, у нас прекрасный город. Да не вопрос. Город-то может быть и прекрасный, но всегда есть куда двигаться. Вы это сами прекрасно знаете. Люди приезжают в большие города, чтобы... Знаю я всех этих прекрасных женщин, пьющих чай в дорогих ресторанах и кидающих томные взгляды на состоятельных мужчин. Да, к сожалению, жизнь так устроена. Мужикам нужен, как я уже сказал, мне слово очень нравится, коитус, вот, а женщинам нужно обеспечение, понимаете? Здесь главное не охеревать, да, не охреневать, так скажем. Третье свидание, реально, третье свидание, и рано. Нужна свадьба на 300 гостей, и потом все будет. Но здесь она немножко, конечно, перестаралась. Я понимаю, что, может быть, ну, у каждого свое, да?
каждому свое. Кто-то растягивает время, кто-то через час после вечеринки. Это каждому свое. Да? Главное, какие цели кто преследует. Но какие цели преследует эта женщина, мне кажется, понятно всем. И давайте по 10-бальной системе, как обычно, вообще пишите все, что хотите. И скажите, кто подписывал, кстати, брачный договор? Вот, напишите. И как вы вообще к этому относитесь? Да, кажется, что в России это такой атовизм прям дикий вообще, что это, прямо, это зажратый Запад и просто херней занимается. Но на самом деле идея-то классная, да, с брачным договором. То есть, если вы там двое молодых, и у вас там дырка в жопе и лапти на ногах, да, и вы вместе идете по жизни, то, конечно, там брачный договор не особо нужен. Но если это не так, то, наверное, мне кажется, что он нужен. А вы напишите свое мнение. А я поеду, раз у меня романтическое настроение уже было, поеду я посмотрю фильм в одиночестве. Выпью вина и поглажу свою улитку. Всего хорошего. Пишите.